Козероги, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале, и для вас я снимаю ваш таро-прогноз на март 2023 года. Мы с вами уже входим в весну, в первый весенний месяц, и поэтому нам нужно проанализировать, какие события наиболее вероятно вас ожидают. Помогут мне сегодня в этом Суфи Таро, а также языческий Ленорман. Настраивайтесь, пожалуйста, на расклад, и мы с вами будем анализировать предстоящую цепочку событий. Общая энергия месяца. Что вас ожидает здесь в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и, соответственно, рекомендации на месяц. Общая энергия месяца. У вас здесь ложится десятка мечей. Для кого-то это окончание старого периода, цикла. Может быть поставлена жирная точка в каких-то наиболее важных и значимых для вас сферах. Будь то, допустим, смена работы, по принципу увольняетесь, переходите на другую, или закрываете один бизнес, открываете другой. Для кого-то это может быть разрыв взаимоотношений, причем не обязательно личных. Это могут быть деловые, личные, социальные контакты. Потому что, видите, здесь это как карта горечи, карта тяготы. Я спрашиваю, с чем это будет связано, но видите, тройка чаш. В большинстве своем это вопросы любовных треугольников, для кого они актуальны, или же просто действительно жирная точка в вопросах дружеских взаимоотношений, то есть личных каких-то связей. Еще по этим картам. Если у вас, допустим, был преддиабет, это может идти негативная динамика течения заболевания, потому что по этим картам может быть идти усугубление ситуации. Мы сейчас посмотрим, конечно, все по арканам, как в целом будут раскрываться карты. Но я к тому, что тем, кто страдает таковыми заболеваниями, нужно обратить на это внимание. Если смотреть вопросы работы, здесь падает десятка чаш, поэтому в плане бизнеса и работы все в порядке. Здесь все-таки это, видимо, пройдет больше по личным и социальным связям, потому что это карта поддержки, авторитета, коммуникации, радости и зоны комфорта. Если на текущем этапе своей жизни вы по ряду причин не работаете, то в первую очередь аркан говорит о том, что вы заняты семейными делами и будете находиться на попечении членов семьи. Ваша задача – бытовые какие-то аспекты и обязанности. Может быть, если у кого-то созрела цель, план, идея открывать свое дело, семейный бизнес, то вы активно будете вкладываться в эту работу. Для тех, кто у нас в статусе соискателя. Десятка чаш и королева пентаклей – это помощь и содействие со стороны женщины земной стихии, телец, дева или козерог, или просто женщины замужней, состоявшейся, состоятельной, потому что здесь через родственные связи, через знакомство она вам поспособствует в плане трудоустройства и реализации. Если вы являетесь наемным сотрудником, десятка чаш и шестерка пентаклей – это поддержка, это взаимовыручка, это ситуация, когда вы кому-то помогали, кто-то помогает вам в решении вопросов, задач, объема выполненной работы. И месяц здесь может для вас отыграться как надбавка, прибавка, то есть какие-то премии, бонусы, может быть увеличение вашего оклада, потому что каждый работает на разных условиях. Здесь будете смотреть, что в каком именно контексте будет созвучно для вас. Если же у вас свой собственный бизнес, десятка чаш и четверка чаш в связке говорят о ситуации и желании временно отойти от дел, кому-то их делегировать, перепоручить, потому что вы хотите в большей степени посвятить время семье, своим близким, своим родным, уйти, может быть, временно в отпуск, отдохнуть, восстановить ваши силы. Если мы посмотрим с вами вопросы финансов. Здесь семерка мечей указывает на ситуацию сокрытия дохода. Для кого-то может быть черная бухгалтерия, для кого-то вопросы нелегальных заработков. Но и также будьте здесь бдительны, потому что если смотреть на энергии месяца, как они перекликаются с этой картой, может быть ситуация, что кто-то из вашего окружения, ваших друзей, знакомых может некорректно с вами поступить и, знаете, как украсть эту сумму или, допустим, взять в долг и не вернуть. Поэтому в качестве рекомендации дополнительной в рамках этого периода старайтесь никому ничего не одалживать. И опять же не вкладываться в какие-то сомнительные инвестиционные проекты, либо которые вам мало известны, потому что здесь есть риск потерять эти ресурсы и как следствие будете потом сожалеть.
Если рассматривать вопросы состояния здоровья, это то, о чем я вам говорила. У вас здесь падает паж мечей или дочь мечей, как она называется в этой колоде. Это карта диагностики, это карта анализа, это карта поиска первопричины того, что влияет на ваше состояние здоровья. То есть если вдруг у вас там идет расстройство пищеварения, общее состояние, то есть его ухудшение, и вы видите, что ситуация вы справиться уже не можете, обращайтесь обязательно к вашему лечащему врачу за полной диагностикой и устранением этих первопричин. Если смотреть вопросы личной жизни, здесь у нас ложится аркан жрица. Так вот, если смотреть, почему я вам говорила, что это в большей степени идет по личной жизни, потому что для многих это как вопрос разочарования. Сейчас буду объяснять, в каком контексте. Потому что для тех, кто у нас здесь свободен, видите, паж жезлов, это дикий интерес к новому человеку, это страсть, это влечение, но отношения завершаться еще так и не успев, знаете, как продолжиться, потому что вы здесь узнаете, что у вашего партнера или партнерши, да, есть еще как бы вторая половина, а вы не хотите быть здесь на вторых ролях или в качестве запасного варианта. Поэтому здесь такой оттенок горечи. Если просматривать ситуацию для тех, кто у нас состоит в любовных треугольниках, что здесь по факту? Жрица и умеренность. С одной стороны, вроде бы как это зона комфорта, вы не хотите эти отношения терять, но а с другой стороны вы понимаете, что вы здесь топите сами себя. Потому что ситуация действительно, если смотреть, вас не устраивает. Вы хотите открытых связей, вы хотите, может быть, какой-то официальных связей, но в том числе, знаете, как не прятать свои отношения, не прятать свои чувства, не прятать свои эмоции. Поэтому в связке арканов это будет отсутствие внутреннего покоя, гармонии, потому что вам захочется пролить свет на эту ситуацию. Если вы у нас в стабильных связях, и здесь падает шестерка мечей, не для всех, но тем не менее, у кого-то может быть, как говорю, новое озарение, новая влюбленность, которая вас окрыляет. Но вы будете понимать, что в каких-то из связей нужно будет ставить жирную точку. То есть или в вашем новом увлечении, или все-таки в стабильных отношениях. И вот если смотреть по картам, я открываю колоду, здесь падает дурак, это ставить точку в новом увлечении. И вас действительно это будет очень расстраивать. То есть по ряду причин вы будете понимать, что у вас как нет будущего, либо вы не можете выстроить этот союз. И здесь будет такая вот, знаете, как нотка, не могу сказать нотка сожаления, но действительно, как показывают арканы, вы будете по этому поводу расстроены. Но понимаете, у вас тут карты такие по девятке чаш, на советы, на рекомендацию. Это бери от жизни все, потому что это карта любви, это карта чувственных удовольствий, это карта, которая вам показывает, что вам нужно наполниться, насладиться этим моментом. Знаете, по принципу будет что вспомнить в старости. Это не позиция, что я вас там толкаю на адюльтер, на какие-то связи на стороне, нет. Я просто трактую данный аркан. Девятка чаш это в принципе постараться, насколько это возможно, в рамках ваших ресурсов, в рамках вашего понимания, устроить себе какую-то райскую жизнь, роскошную жизнь, потому что девятка чаш – это получать удовольствие от всего, что вас окружает, то есть пища, музыка, общение, люди, повторюсь, чувственные и физические удовольствия, творчество. Это все то, что вас наполняет. Вам это, знаете, как нужен, как глоток, который вас заряжает на жизнь и на дальнейшие какие-то действия и свершения. Если посмотрим с вами, проанализируем в целом. Как я уже вам сказала, наиболее значимой сферой для вас будет личная жизнь. Здесь у нас ложится старший аркан. Во всех остальных сферах у нас младшие арканы, то есть эти сферы будут менее значимы. Ну и, собственно, энергии месяца вам об этом говорят. Что ж, время, безусловно, покажет. Я от вас буду ждать комментариев по этому поводу, как отыгралась информация. А мы пока посмотрим неожиданность периода. Так, женщина, солнце и женщина. Ох, слушайте, значит, здесь карта якоря, выбора и стабильности. Даже посмотрите, видите? Кто-то здесь будет делать роковой выбор. Для мужчин это как делать выбор между двух женщин. Если ситуация касается девушек, сейчас хочу посмотреть, что здесь.
Видите, падает карта сад. Это вопрос лабиринта. Это когда вы запутались в своих чувствах и эмоциях, вы можете знать или подозревать о наличии соперницы. И это будет попытка как разобраться и найти своего партнера, свою вторую половину. Поэтому, да, ребята, у вас здесь больше идет акцент по личной жизни, ну, максимум по социальным связям, потому что вы здесь будете акцентироваться на то, что сделает вашу жизнь стабильной, прочной, комфортной, и будете искать для себя таковые отношения. Вот такой у вас, конечно, месяц. Могу сказать, скучно вам не будет, это факт. Моя задача все негативные аспекты для вас перекрыть позитивными, чтобы в вашей жизни присутствовала только радость, благоприятные эмоции. Ну и в принципе, знаете, как месяц вас воодушевил на какие-то новые свершения. Поэтому пусть так и будет. Ну а вы, пожалуйста, как всегда, по прошествии периода не забудьте дать обратную связь. Я вас благодарю за внимание. С вами не прощаюсь. До новых видео.